Мы с вами пришли говорить о картах Таро. Итак, здравствуйте всем, рад всех видеть. И тех, кто смотрит эту лекцию в прямом эфире. Девушки, здравствуйте, 3,5% мужчин, тоже рад приветствовать всех. И те, кто смотрит записи. И от тех, и от других я буду очень рад видеть лайки, буду рад видеть комментарии. Вы сами знаете, на YouTube такие алгоритмы, которые очень хотят лайки и комментарии. Поэтому для продвижения этого видео, для того, чтобы как-то продвинуть канал, да, чтобы привлечь больше народу на этот канал, очень нужны лайки и комментарии. Поэтому приходится их выпрашивать. Уж извините за это, да, но делать я буду это только один раз. Собственно, на этом тему и закрыли. О чем сегодня будем говорить? О чем сегодня будем говорить? Будем говорить о старшем аркане звезда. Да? Вот. Да, уже люди пишут. В небе голубом горит одна звезда. Она твоя, о ангел мой, она твоя всегда. Хорошо, хорошо. Песня, она, конечно, хорошая. Но аналогии, которые мы сегодня затронем, аллегории, символика, более широка, чем значение, чем смысл этой песни. Конечно, с понятием звезды обычно связывают, скажем так, звезда — это символ надежды. Но почему она символ надежды, мало кто может сказать. Вот сегодня мы попытаемся это прояснить. Ну и, само собой, мы затронем много других значений этой карты. Во-первых, мы посмотрим, что писал всеми нами уважаемый Уэйт, да, что автор хотел показать этим произведением. Посмотрим, что там важное есть в его маленькой белой книжечке, на что стоит обращать внимание, на что он хотел намекнуть, да, знающим людям. Ну, мы же с вами знающие люди, да. Посмотрим по астрологическим соответствиям, почему это 11-й дом, как он соотносится с другими домами, да, почему в 11-м доме две карты, звезда и луна. И вот сегодня начнем, собственно, по звезде что-то говорить. В плане истинного смысла карты, да, во-первых, мы посмотрим с вами, с какими мифами и с какими мифологическими божествами либо героями связана и эта карта, и это созвездие, и этот знак. Да? Причем тут Ганимед, причем тут Фавн, как они относятся друг к другу. Что за птичка такая там вот сидит на дереве и почему именно эта птичка. Да? Мы с вами знаем, что, скорее всего, то, что было так вот выделено на картах, имело значение, ну и имеет значение сейчас. В общем и целом посмотрим масонскую символику, что там по звезде, да, у масонов. С чем связана символика конкретно звезды, и что это за звезда такая, да? Ну и посмотрим, почему же карта звезда говорит об обработке информации в большом количестве. Причем тут зиккураты, о которых мы с вами уже говорили в прошлой лекции, да? Причем тут старина Моисей. Затронем значения, которые приобретает карта в раскладах. Вот. И, конечно, посмотрим любимую вами тему, что за персонажи могут показывать эту карту. И, в частности, Водолея, 11-й дом, в современном искусстве. А важнейшим из всех искусств для нас является кино. Хорошо. Ну, хорошо заходит кино, там очень яркие живые образы, и они позволяют нам сочетать эти самые образы с нашей жизнью. По значениям, надо сказать, что большую часть практических значений я даю своим ученикам на наших занятиях, на практических лекциях. У меня идут сейчас полным ходом, идет обучение в двух группах, утренняя, вечерняя, ближе к осени. Мы закончим обучение, и я буду набирать следующие две группы, вечерняя и утренняя, может быть, сделаем группу выходного дня, в общем, посмотрим. Первые две группы у меня стартовали, я сделал кое-какие выводы по поводу формата обучения. Хорошо заходит, пробую на разных группах разные, скажем так, методики, обе они хорошо работают, но об этом
попозже. И кому интересно, пожалуйста, пишите в WhatsApp. Номер WhatsApp есть в контактах, в описании видео. Поэтому, если вам нужно обучение, групповым учением мы сейчас занимаемся. И конкретно разбираем значения карт, практически реальные, как они нам выпадают в раскладах. Добрый вечер, здравствуйте. Первый раз попала на прямой эфир. Ну, хорошо, поздравляю. В принципе, все прямые эфиры я сохраняю в записи, за исключением тех прямых эфиров, на которых я отвечаю на личные вопросы. Личное это личное. Вот. Но вот такие лекционные прямые эфиры я, конечно, сохраняю в записи. Ну что, народ подошел. Сколько там у нас? 20 человек. Отлично. Ну давайте будем смотреть. Звезда. Собственно. Ну да, те, кто впервые на канале, девушки и мужчины, подписывайтесь, не стесняйтесь, ищите, шарите, что там у меня есть в плейлистах. В плейлистах есть предыдущие лекции по всем предыдущим старшим арканам. Есть интенсив-курс по всем старшим арканам по чуть-чуть, да, по младшим арканам по чуть-чуть. Как и что работается с картами, там можно познакомиться. Вот. Ну и почти все старшие арканы, уже звезда, 17-й старший аркан, осталось совсем немного, и все старшие карты у нас будут пройдены. Дальше мы возьмемся с вами за младшие арканы. В общем, поищите в плейлистах, там много интересного, там все лекции часовые, двухчасовые есть, все сохранено. Добрый вечер всем. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, здравствуйте всем. Уже отдельно с каждым человеком здороваться не буду, но рад всех видеть. Хорошо, давайте посмотрим. Звезда. Что мы с вами видим? Во-первых, звезда тут нарисована очень интересно. Большая, крупная желтая звезда, восьмиконечная. Вокруг еще какие-то звезды, да. Птичка на небе там, на дереве сидит птичка. Обнаженная женская фигура в такой странной позе льет воду и в воду, и на землю. То есть, с одной стороны, каким-то бессмысленным занятием занимается, с другой стороны, вроде как полезным занятием занимается, да, но, тем не менее, не совсем понятно, зачем она льет воду, почему из кувшинов, вообще что и как, от чего она голая, да, обнаженная, скажем так. Вот, о всем этом сегодня поговорим. Я поясню, почему эта звезда желтая, пока все другие белые. Ну, на самом деле это очевидно, но, как оказывается, очевидно не всем. Давайте посмотрим, что автор хотел сказать этой картой. Да? Смотрим, что Уэйд написал в иллюстрированном ключе к Таро. Огромная сверкающая 8 лучами звезда в окружении 7 меньших, также 8 лучевых звезд. Ну и прочее, бла-бла-бла. Обнаженная фигура, холм, птица. Фигура символизирует вечную молодость и красоту. Казалось бы, зачем? Да, Уэйд затронул именно такую формулировку. Вечная молодость и красота. На что он намекал? Да? Об этом мы с вами поговорим чуть-чуть позже. Звезда — это пламенеющая звезда, пишет Уэйд, которую можно встретить в масонской символике, из которой ее нередко путают. Во-первых, с одной стороны, он говорит, что вроде как бы это пламенеющая звезда, да, с другой стороны, с ней ее путают, да, в общем, намек на то, что это не совсем та звезда. Но, тем не менее, о пламенеющей звезде мы поговорим. Вот, женщина щедро отделяет живую природу субстанции небес и 4 стихий. Мы с вами поговорим, что это за жидкость такая, которую она льет из кувшина. Девизами этой карты справедливо являются вода жизни, воды жизни свободно текут и дары духа. Вот, то есть, по сути, это две разных жидкости, раз уж намекается на это. Несколько довольно примитивных толкований, пишет Уэйд, можно свести к тому, что это карта надежды. Ну и в самом деле на каком-то плоском уровне, да, если выпадает эта карта, то можно сказать, что квирент испытывает некоторую надежду на то, что все будет хорошо. Потому как когда человек надеется, вообще что такое надежда? Если поговорить об этом, то это очень простое понятие. Это ожидание будущего в хорошем ключе. То есть то, что будет дальше, человек рассчитывает, что будет хорошим. Поэтому он надеется на то, что будет. Если человек рассчитывает, что то, что будет дальше, будет не очень хорошим, тогда он боится того, что там дальше будет, и, соответственно, это опасение. Надо сказать, что в перевернутом значении, либо в негативном значении, да, если вы работаете с перевернутыми картами,
то надежда легко уходит в минус. Да? То есть это карта опасений. Однако, не все так просто. Это не обратное значение. Да? Если бы речь шла только о надежде, то противоположное значение было бы безнадежность. Да? Однако мы с вами знаем, что как карту ни крути, основное ее значение не меняется. Звезда как была, так и остается звездой. Да? Это скорее символика ожидания будущего. А вот от того, как вы смотрите в это будущее, и зависит конкретное значение, положительное либо отрицательное значение карты. Положительный взгляд в будущее — это надежда, отрицательный взгляд в будущее — это опасение. Поэтому, по сути, это одно и то же, просто в негативе. Надеюсь, пояснил. Карина Орехова. Здравствуйте, Карина. Здравствуйте. Обучение проходит потрясающе. Пишите Роману, чтобы попасть на учебу. Спасибо. Спасибо за рекомендацию. Спасибо. Я надеюсь, вам нравится обучение. Ну, видно, что нравится. Спасибо. Хорошо. Двигаемся дальше. Карта надежды. На каком-то уровне, да. Карта надежды. На других уровнях эта карта считается символом бессмертия и внутреннего света. Но об этом тоже чуть-чуть попозже. Объясним, что Уэйт имел в виду. Для большинства же подготовленных умов эта фигура предстает как образ истины без покрова, сияющий своей бессмертной красотой и изливающий на воды души некую часть своих бесценных сокровищ. Истина без покрова. Почему истина без покрова? У нас есть истина с покровом. Да? В покровах скрытая истина. Покрытая, закрытая истина — это высшая жрица. Об этом мы говорили на одной из первых лекций. Так вот, звезда — это знание, которое порождает в вас истину, которое дается вам в понимании того, как вы видите этот мир. Да? То есть, если по высшей жрице вы что-то чувствуете, и вы понимаете, что вы правы, но не совсем понимаете почему, просто потому что чувствуете, да, мне кажется, что я прав, и вы угадываете, да, вот та самая истина в покровах, скрытая истина по высшей жрице, то по звезде у нас идет истина, которую вы ощущаете, понимаете, то есть истина в голове. Вы осознаете что-то, вы что-то понимаете, и вам приходит озарение. Так вот оно, как на самом-то деле все происходит. Пазл складывается, все кусочки пазла складываются в один большой рисунок, да, в одно большое созвездие. И нам рисуется некий образ цельный. Понимание. То есть истина вот и есть та самая. Почему без одежды? Ну, очень простая символика. Если вы хотите что-то спрятать, вы это закутываете. Если вы хотите что-то показать, вы это раскрываете. Кстати, надо сказать, что если вам во сне снится, что вы без одежды бегаете по городу, да, либо находитесь в каком-то помещении с другими людьми, и вдруг замечаете, что вы находитесь там без одежды, да, скорее всего, этот сон говорит о том, что вы пытаетесь донести людям какую-то истину. Может быть, не в не совсем удачный момент. Может быть, не тогда, когда это нужно. Может быть, вы сами боитесь показать людям эту истину, но глубоко подсознательно чувствуете, что вам нужно раскрыться людям. Нужно показать людям себя настоящего, свое собственное мнение. Во сне все это переходит в такие образы, скажем так, прямые и непосредственные, как человек видит это в жизни. Поэтому обнаженная фигура — это и есть та самая истина. Вот, надеюсь, пояснил. Однако в действительности, пишет Уэйт, это великая матерь каббалистической сефиры Бина, высшее понимание. То есть это, та же самая истина. Да? То есть что такое истина, есть высшее понимание. Отделяющая своими дарами сефирот, расположенные ниже в той мере, в которой они способны воспринять ее поток. По каббале мы не будем с вами углубляться по двум причинам. Во-первых, это очень глубокая тема, которая может затронуть очень много времени. А во-вторых, либо даже вернее, во-первых, я не знаток каббалы. Вот, и я рассматриваю карты Таро с точки зрения астрологических соответствий и мифологических образов. Вот, напомню, что я
по первому образованию филолог, интересуюсь мифами, интересуюсь сказками, скажем так, фантастикой, фэнтези, всем вот этим с подросткового возраста. В принципе, с подросткового возраста я и начал интересоваться картами Таро. С тех пор все это как-то привело меня к тому, что знания, которые я почерпал и в институте, да, и в изучении просто мифов уже после того, как закончил, да, и изучение карт Таро, 10 лет работы, в принципе, с людьми, с картами Таро, дало мне некоторую компиляцию этих знаний, и теперь я, в принципе, этим с вами делюсь. Поэтому давайте рассматривать все-таки астрологические соответствия. Я их могу пояснить более или менее внятно. С астрологией я знаком, хотя, конечно, я не астролог. Вот. Но, тем не менее, основы астрологии я знаю. Как натальную карту составить и объяснить я тоже знаю. Просто это мне уже не очень интересно. Меня увлекают именно карты Таро. Но, тем не менее, давайте посмотрим. Для тех, кто впервые на канале, кто впервые смотрит мои видео, объясню, что я раскладываю старшие арканы по 12 знакам зодиака, по колесу зодиака. Эта схема очень похожа на ту, которой пользуется известный российский таролог Юрий Хан. Правда, у него этих схем много, он и младшие арканы раскладывает, и Монару как-то там тоже у него этих схем много, но вот на то он и астролог, чтобы всеми этими схемами пользоваться разумно. Я же скорее разложил эти карты в логическом соответствии знаком зодиака, просто потому что по-другому их как-то разложить нереально, да. Просто потому что, если вы посмотрите все предыдущие мои лекции, вы поймете, что, да, в самом деле ту же самую императрицу впихнуть в другой знак зодиака нереально. Она здесь логически находится, да, это ее дом, второй дом, дом Тельца. Собственно, про звезду. 11-й дом, Водолей. И взаимодействие Урана, в первую очередь, с Сатурном. Про Уран и Сатурн я так уж подробно расписывать не буду, но про Водолея сегодня поговорим. Ирина задает вопрос, может ли быть карта по значению как путеводная звезда? Может быть, да. Одно из ее значений это вот как раз та самая путеводная звезда, намек на то, что там вас ждет дальше, намек на то, понимание того, куда вам нужно двигаться, вот то самое озарение. Теперь давайте по 11 дому. Основные значения, которые используются тарологами, я вот взял с какого-то сайта, просто так наугад, да, все они примерно стандартные, все они примерно говорят об одном и том же. В данном случае 11 дом – бескорыстие, альтруизм, отношения с друзьями, да, то есть мы уже так охватываем общество чуть-чуть. Дальше общественное объединение. Наши группы по интересам, например, кружок любителей рыбной ловли, общественная работа, почему-то тут пишут безоплатно, например, общественный распространитель журнала, покровители, меценаты, клубы, ассоциации, занятия астрологией, в принципе, наши представления об идеальном мироустройстве, наше будущее. Как оно выглядит и как мы его себе представляем. То есть, в общем и целом, можно сказать, что 11-й дом представляет собой образ нашего общества. И если в 10 доме мы говорили о наших, скажем так, предводителях, о наших лидерах, о наших начальниках, скажем так, о государстве, да, которое нас ограничивает в чем-то, о каких-то внешних факторах, которые нас ограничивают, этим, в принципе, и символизирует себя Сатурн, то в 11 доме это скорее общество, которое состоит из отдельных ее членов, да, из отдельных личностей, скажем так. Если мы возьмем 5 дом, мы с вами увидим ту самую личность. Солнце, да, сознание человека, которое по карте сила выражает свои собственные желания, так как ему хочется, так как хочется ему лично. Причем выражает свои желания этот самый лев, эта самая карта по отношению к другим людям, по отношению к обществу. То есть лев это, допустим, творец, который творит что-то, это художник, это артист, который выходит на сцену, вот он солнце, сиятельное, блистающее, одаряющее своим знанием, своим
произведением, своими лучами всю окружающую публику. А вся окружающая публика, вот она, ночное небо, звезда и луна. То, что у нас находится на ночном небе. То, что своим светом солнце освещает вокруг. Понимаете, да? Это все те люди, которые наблюдают свет вот этой самой личности. Это если вкратце. Вот, теперь давайте посмотрим по конкретной символике, потому как она будет увязана с тем, что я только что сказал. Ну, по поводу путеводной звезды и звезды в принципе, давайте посмотрим, что там Уэйт говорил по поводу пламенеющей звезды. Если вы загуглите, что такое пламенеющая звезда, вы увидите такой символ, во-первых, и такой текст. Пламенеющая звезда – это символ света и божественного руководства человеческим путешествием по жизни. Вот вам путеводная звезда. Символ истинного франкмасона, который, совершенствуясь в познании истины, то есть учения, сам уподобляется пламенеющей звезде. То есть, он начинает дарить свои знания другим людям. То есть, можно сказать, что я своего рода тоже масон. По крайней мере, думаю, что в масоны бы меня взяли, если бы была такая необходимость. Там, я не знаю, у меня, либо у масонов. Масоны, если что, номер WhatsApp есть в контактах, пишите. Шутки шутками, но тем не менее, в английских ложах эта пламенеющая звезда символизирует собой Солнце, освещающее Землю, благословляющее все человечество и дарящее свет и жизнь всему сущему. То есть, в принципе, то, что я вам сказал. Да? Пламенеющая звезда у нас относится к взаимодействию 5 и 11 дома. Это та самая звезда, которая располагается к нам ближе всего, является желтой, да, если мы с вами смотрим на сам рисунок. Вот та самая желтая, большая, огромная звезда, которая находится рядом с нами, и есть Солнце. Теперь возникает вопрос. У нас же есть карта Солнца. У нас есть карта старший аркан Таро, который связан с 5 домом и, в принципе, с ощущением Солнца, сознания человеческого по всем символикам. Да, это сила. Почему и здесь тоже Солнце? Просто потому, что Солнце как раз и является одной из звезд. Самой ближней, самой видимой. Конечно, когда она встает на дневном небе, все звезды гаснут, небо становится дневным. Они там остаются. Все эти звезды присутствуют, когда светит Солнце. Просто мы их не видим с вами. Потому что Солнце своим светом затмевает свет других планет, других звезд, той же самой Луны. Луну-то видно временами, да, но тем не менее. Мы с вами видим картину мира, изображенную на этой карте, истинную, как она есть на самом деле. Отсюда и понимание истины, что для человека, который знает истину, он знает, что Солнце — это просто одна из звезд. И все эти звезды, которые для нас сейчас не видны, все они все равно принадлежат небосводу. Солнце само принадлежит какому-то созвездию, входит в какое-то общество. В общем, это символика того, что человек, насколько бы яркой личностью он ни являлся, все равно является составной частью общества, в котором он и сияет, как это самое блистательное Солнце. Да? Вот такой простой, незамысловатый, но на самом деле очень глубокий смысл этой карты. Истина, да, вот она есть. Как оно есть на самом деле. Картина мира. Теперь давайте поговорим, собственно, про символику звезды. Да? Если бы мы хотели говорить о Солнце, то тут было бы Солнце. Но у нас звезда. Вифлеемская звезда не зря вспоминается. Небесное явление, названное так волхвами, согласно Евангелию от Матфея. Увидев ее на восходе и решив, что родился царь иудейский, они пришли в Иерусалим, чтобы поклониться ему. Не найдя там искомого, волхвы по совету царя Ирода отправились в Вифлеем Иудейский, где их путеводная звезда остановилась над местом, в котором увидели младенца с Марией, матерью его. То есть, вот та самая путеводная звезда, которая вела волхвов, либо 3 магов, либо 3 королей. Вот та самая звезда надежды,
которая дала этим мудрым людям знак о том, как и что происходит сейчас. И пришли они с дарами к будущему царю в надежде, что этот царь сможет сделать жизнь людей в чем-то лучше, спасти всех этих людей. Вот вам символика надежды. Путеводная звезда, за которой шли волхвы. Символика пути. Символика постановки себе цели, скажем так. Надежды в будущем. Если мы движемся куда-то, да, мы, конечно же, надеемся, что мы туда придем. Хорошо. Хорошо. Теперь, кто такие волхвы? Если посмотреть на католическую традицию, у нас есть очень интересный праздник. Ну, допустим, если мы берем Польшу, либо Восточную Европу, праздник Trzech Króli, да, то есть 3 королей. Вот они, эти самые 3 короля, зовут их Бальтазар, Мельхиор и Гаспар или Каспар. Изображались они, как правило, 3 разных возрастов: старый, умудренный опытом седобородый старец, зрелых лет мужчина и молодой юноша, тем не менее уже преисполненный мудрости. Они принесли дары Иисусу. Откуда же они узнали? 3 царя, также маги. Ну, надо сказать, что 3 царя это сейчас, а не 3 царя. Раньше они и были маги. Волхвы это и есть маги, да? Также маги, волхвы в западноевропейской традиции Мельхиор, Каспар и Бальтазар – люди, принесшие дары родившемуся в Вифлееме младенцу Иисусу Христу. В Евангелии их имена и сан не упоминается, традиция возникла в Средневековье. Представление о волхвах, то есть сначала это было просто 3 волхва, 3 кудесника, 3 мага. Представление о волхвах, как о восточных царях, окончательно сложилось в средневековой Европе, начиная с 9 века. Почему? Потому что маги в то время, волхвы, астрологи считались нехорошими, мягко говоря, людьми. Да? Их жгли на кострах и всячески обижали. А вот цари – это мудрые правители, поэтому роль вот этих всезнающих людей, думающих о будущем, перешла к царям. В католической церкви память 3 волхвов совершается в праздник Богоявления 6 января, в некоторых католических странах выходной день. У нас в Польше, да, выходной день в самом деле. Много народу выходит на центральную площадь, и все там очень интересно, с представлением таким. Праздник получил в католической церкви название праздник царей или праздник 3 царей. 3 волхва считаются покровителями путешественников, еще что интересно. Поэтому их имена часто входили в название гостиниц. Там французские всякие 3 короля, у короны, у 3 королей, либо у звезды. Символика пути, символика покровителей, путешественников. Теперь по поводу волхвов. Волхвы, собственно, раз уж переводить на русский язык, мы же все с вами русскоязычные. Волхв, кудесник, волшебник, гадатель. Кстати, волшебство и волхвы – это однокоренные слова, если уж вам так интересно, вот от филолога такие вот сведения. В древнерусской традиции служители дохристианских языческих культов, то есть языческие жрецы просто-напросто, звездочеты, чародеи и предсказатели, осуществлявшие богослужения и жертвоприношения, которым приписывались умения заклинать стихии и прорицать будущее. Предполагается, что волхвы составляли особый социальный слой. В общем, мы с вами видим 3 астрологов, причем чем раньше источник изображения, тем чаще их изображали именно в одеждах восточных мудрецов, то есть из Месопотамии, то есть из Междуречья. Вот те самые шумеры, астрологи, люди, которые несли знания, могли читать знаки небес, могли доносить до людей сведения какие-то мудрые, умные, сверху с неба брали, скажем так. Интересная картина, забыл авторство, испанский художник. Кстати, вот по поводу водолеев, да, мы с вами начали водолея, и символика водолея в этом произведении более глубока, чем нам кажется.
То есть человек, умудренный жизнью, опытом, старец такой, да, видавший жизнь, принес воду, то есть истину, то есть свой жизненный опыт людям, которые средних лет, молодой человек уже пьет эту воду, вкушает эту жизнь, да, старец-то уже присытился этим, да, он делится своим опытом, а молодой только-только собирается вкусить, собственно, мудрость жизни. И вот эта вот символика: большой кувшин, большой опыт, поменьше кувшин, опыт среднего, человека средних лет. И вот маленький такой жбанчик совсем, да, вот этот самый юноша. Очень перекликается с символикой 3 возрастов, символикой, где оно, вот оно, символикой передачи знания по наследству, да, мудрые люди делятся с другими людьми своими сведениями, своими знаниями. Кажись, это Веласкес. Вполне может быть Веласкес. Опять же, я таролог, я не искусствовед. По-моему, да, это Веласкес. Я помню, что это испанец, поэтому, скорее всего, Веласкес. Хорошо. Надеюсь, понятно. То есть, повторим, масоны подразумевали, что пламенеющая звезда — это и есть солнце. Это то, чем это те знания, которыми человек делится с окружающими их людьми. Живет ради других, светит своим светом, озаряет жизнь других людей. Отсюда водолеи такие альтруисты, отсюда общественные организации по 11-му дому, отсюда работа без оплаты, да, то есть волонтерство и прочее всякое такое. Понимаете? Надеюсь. Кстати, по поводу символики путешествия, астролябия, да, в принципе, символизирует собой движение вперед к какой-то цели. Зачем люди пялятся в небо, смотрят на звезды? Они прокладывают путь. Либо это мореходы, которые по морю хотят куда-то прийти, прокладывают путь себе в будущее физически, либо это астрологи, которые пытаются проложить человеку путь в его будущее, в его будущую жизнь, либо предсказывают какие-то будущие события. Вот вам символика ночного неба. Хорошо. Теперь давайте, раз уж речь зашла о шумерах, ну, про зиккурат и зачем зиккураты такие высокие, мы поговорим чуть-чуть позже. Давайте вернемся к мифологии древнегреческой. Кто такой Ганимед и почему я его сюда, собственно, расположил? Давайте посмотрим. Ганимед — веселого духа, если переводить напрямую значение именно, радующий душу, наслаждаться умом, мыслью, да, то есть Ганимед — это радость мысли, радостная мысль, либо мысль, которая радуется. Согласно греческой мифологии, прекрасный юноша — сын троянского царя Троса. Из-за своей красоты он был похищен Зевсовым орлом на Олимп, ну то есть самим Зевсом, да, это сначала Зевса рисовали в виде орла, а потом уже как бы он стал просто одним из атрибутов этого самого бога. В общем, был похищен на Олимп, где сделался виночерпием на пирах богов и возлюбленным Зевса. У них там в Древней Греции как бы относились к этому проще. Ему также были дарованы бессмертие и вечная молодость. Помните фразу Уэйта про символику бессмертия и вечной молодости? Вот она вам, бессмертие и вечная молодость. Вот тот самый молодой, вечно юный человек, который прислуживает богам, разливая им вино из кувшинов. Ну, вернее, не вино, а амброзию и нектар. Вот, но об этом, опять же, чуть-чуть позже, буквально сейчас. Миф о Ганимеде стал одним из самых популярных сюжетов в искусстве Древней Греции. Его символическое содержание имело несколько составляющих. Оборотничество Зевса в орла, но это не важно для нас сейчас. Однако, символика человека с крыльями, то есть ангела, да, который летает по небу, которого взяли на небо, и он является как бы и живым человеком, и одновременно как бы богом, то есть символика ангела, берет свои корни как раз отсюда. Далее.
однополые отношения, но это нас тоже сейчас не и интересует, и метаморфоза самого Ганимеда, превращение человека в бессмертного. Надо сказать, что два знака зодиака, в частности Водолей и Рыбы, не очень понятны нормальным людям. Нормальные люди заканчиваются где-то в Козероге. Водолеи и Рыбы, они все как один немножко ненормальные. Они выпадают из нормального общества, по крайней мере Водолеи стремятся выпасть. Вы знаете, что Водолей это всегда человек, который отличается чем-то от нормальных людей. Рыбы, конечно, тоже еще больше, но рыбы хотя бы маскируются, рыбы понимают, что это опасно, а водолеи наоборот хотят выделяться чем-то. Вот. Так и вот, происходит это почему? Потому что, в принципе, люди, достигшие своего развития по символике зодиака до этих двух степеней, 11 и 12, выходят за пределы нормального разумного человеческого общества. Вот у нас символика понятных цифр — это 10 пальцев, 10 степеней развития человека до нормального человека. Козерог — это как бы вершина. Это руководитель, это начальник, царь, это самый лучший, самый прекрасный человек. Да? Это квинтэссенция земного существования. Земля, сжатая до состояния камня, до состояния горы, это самое ценное на земле, что может быть. Это символика бриллианта, алмаза, да? Сжатой земли до предельного ее ощущения. Квинтэссенция материальной жизни. Дальше идет жизнь небесная. Человек возносится на небо, он начинает слушать богов, начинает общаться с богами, прислуживать богам, находясь еще пока на земле. А рыбы, они там вообще практически живут, иногда возвращаясь на землю и не очень понимая, что они вообще тут забыли. Да, это вот своего рода гадалки, тарологи, это те, кто уже не очень понимают, что и как они делают, поэтому могут выпадать из общества совсем. Неразвитая рыба, они чаще всего там какие-то наркоманы, алкоголики, преступники, которые, либо какие-то художники, необычные артисты, которые в самом деле, типа вот Жанны Агузаровой совсем, да, то есть она уже не от мира сего совсем. Хорошо, если человек не от мира сего, понимает, что таких не очень любят на земле, да, и старается быть хоть в чем-то похожим на других людей. Но в принципе это уже такие потусторонние существа. Если водолеи все еще живут в нашем мире, то рыбы они уже совсем. О рыбах попозже. У нас есть две карты, которые много говорят о рыбах, но сегодня у нас о водолее. И в частности, водолей — это превращение человека в бессмертного, в божественное создание, скажем так, в ангела. Версию о похищении. Потому что такое ангел? Это получеловек, полубог. Да? Это своего рода абстракция уже, скажем так. Хорошо. Версию о похищении Ганимеда критским царем некоторые исследователи трактуют как политическую традицию брать в заложники детей правителей соседних земель. В самом деле, очень интересная тематика. Орел унес ребенка. Да? Если в пещерном, либо в доантичном периоде, да, орел унес ребенка, такое могло случаться, и такое случается, кстати, и сейчас, вот, порой в высокогорных районах, то родители могли утешить себя мыслью, что боги забрали ребенка, и, скорее всего, ребенок жив, где-то там богам прислуживает. Это самое простое. Да? Посложнее тематика. Один царь завоевал соседнее царство, да, и для того, чтобы приобщить вот это соседнее царство в свою империю, он берет в заложники младшего сына завоеванного царя. Да? Мы с вами знаем, да, что была такая, в принципе, традиция. Тот же самый бог Локи, да, был взят в заложники Одином, да, у ледяных гигантов, если, смотреть так. Хорошо, поэтому водолей, молодой человек, прислуживающий высшей власти, да, и немножко не свой, да, немножко чужой в том обществе, в котором он находится, это и есть вот тот самый высокопоставленный заложник. Есть и такая аналогия. Однако по поводу Ганимеда. Ганимед изображался в виде молодого юноши обычно, но никогда не мальчика.
поскольку однополые отношения в Древней Греции были допустимы только между половозрелыми людьми. Поэтому вот все эти инсинуации по поводу того, что они там совсем все были, не надо. Разумных людей хватало и там. В эпоху Возрождения греческий миф вновь обрел популярность. Художники Ренессанса создали многочисленные произведения, изображающие похищение Ганимеда. При этом гуманисты Возрождения переработали миф в христианскую и неоплатоническую аллегорию стремления человеческой души к Богу и к Абсолюту. То есть человек, который тянется к Богу, вот он прислуживает, собственно, Богу. Он служит Богу, а не людям. Он живет не мирскими заботами, а мыслями о небе. Теперь давайте посмотрим, что же он там льет этим самым богам. Вот тот самый Ганимед, вот тот самый Зевс с атрибутами орла, да, и вот, собственно, жидкость, которую он льет, кувшин. Боги вина не пили, зато боги пили нектар и вкушали амброзию, пищу богов. Подобно амброзии, нектар имел сладостный аромат и давал вечную молодость и бессмертие всем, кто его вкушал. Опять же, вечная молодость и вечное бессмертие, символика и Ганимеда, и понимание того, что если ты познал истину, если ты общался с богами, то твою душу возьмут на небо, и ты будешь вечно жить. Вечно молодой, вечно пьяный, как в той самой песне. Помните? Помните. Согласно большинству версий мифа, нектар разливала Геба, богиня юности, хотя в позднейшей традиции эта роль стала отводиться Ганимеду. Слово «нектар», кстати, очень интересно, этимологически связано с некрос, мертвый. То есть, там, там один и тот же самый корень, некро. На этом основании реконструируется мифологическая функция нектара, близкая к мертвой воде русских сказок. Помните, мертвая вода и живая вода. Что это такое вообще, мертвая вода? Раз уж мы с вами говорим о том, что из своих кувшинов льет вот этот самый Ганимед, да, либо Геба, богиня юности. Тут как бы одно и то же, просто с разными, разнополость, да, у нас имеется в виду. По-женски это Геба, по-мужски это Ганимед. Так и вот, мертвая вода – это напиток, о котором мы уже говорили в некоторых лекциях. Это те самые настои из ayahuaски, настои из псилоцибиновых грибов, либо чего-то похожего, да. Это кикион, напиток из испорченного, тронутого черной плесенью зерна, который иерофанты давали выпить посвящаемым, да. Это тот способ как бы умереть, да, посвящаемый, который пьет этот напиток, он впадает в состояние измененного сознания, как бы умирает для всех живых людей, падает там в обморок, в бессознательное состояние, при всем этом его разум путешествует, скажем так, по астралу, по миру богов, где ему даются некие знания, некие сведения. Вот. Подробнее об этом есть в фильме «Блуберри», о котором я уже вам не один раз прожужжал все уши, да. Об этом в Кастанеде. Везде, где есть символика того, что для общения с Богом нужно вкусить вино и съесть какой-то хлебец, да, это вот символика еще того древних традиций, практик погружения себя в состоянии измененного сознания и общения с богами в этом самом измененном сознании. Оттуда появляется истина. Откуда все эти древние люди знали о том, как эти планеты вращаются и прочее, да, откуда они все вот эти высшие законы, по которым и планеты движутся, и все у нас в жизни развивается, откуда они знали? Из общения с богами. Скажем так. Выход в астрал дает, скажем так, озарение, инсайт. Выйти в астрал можно и без всяких, как в астрал, куда-то туда, да. Я не мистик, да, поэтому я стараюсь избегать вот всех этих колдунств, да, просто для того, чтобы вы могли на нормальном человеческом уровне понять, о чем идет речь. Можно сказать, что человек
погружаясь в общение с богами, постигает инсайт. Это можно сделать не только с помощью веществ, это можно сделать с помощью йоги, с помощью холотропного дыхания, это можно сделать с помощью различных медитативных практик, когда человек меняет свое сознание, скажем так. Александр Конусов. Здравствуйте, Александр. Интересно, что по умеренности ангел переливает воду, оставляя все себе, стоя на двух ногах, а по звезде фигура, наоборот, отдает вовне и милостиво встает на одно колено. Может быть, так глубоко я не погружался. Хорошо. Вот, в общем и целом, перед нами предстает очень простая символика. Человек стремится к единению с Богом, часть его сознания соединяется таки с богами, приобретает картину мира в целом, постигает некую истину, складывает для себя пазл. Можно сказать, что звезда — это надежда на будущее, потому что человек начинает что-то понимать. Когда человек начинает понимать, каким путем он идет, он начинает надеяться на, скажем, на финальную точку этого путешествия. Да? Символика пути, который ведет нас дальше, у нас с вами будет присутствовать в карте Луна. И это вторая карта 11-го дома Водолея. Ну, об этом в следующей карте, да, а пока мы продолжим. Добрый вечер. Здравствуйте всем, кто подходит. Вот, как-то так. Хорошо. То есть, что мы с вами видим? Мудрый человек, который общается с богами, постигает некую истину и складывает ее себе в пазл. Понимает, что и как. Одновременно со всем этим он передает, делится этими знаниями по пламенеющей звезде, он светит другим людям, то есть льет эту самую воду и на землю тоже. Вот, собственно, такова символика Ганимеда. И вы должны понимать, что Водолей — это тот самый Ганимед. Фавн. Причем тут Фавн? Да? Либо бог Пан. Дело в том, что мифологическим аналогом Козерога, предыдущего нашего знака, и до сих пор мы еще чувствуем отголосок этого самого Козерога в Водолее, мы с вами помним, что знаки, символика и принципы знака развиваются постепенно, как и карты перетекают одна в другую, как цвета в радуге постепенно из желтого становятся зеленым, так и карты потихонечку меняют свои смысловые значения и перетекают плавно одна в другую. Собственно, со знаками зодиака происходит та же самая ерунда. И тут мы с вами видим отголоски этого самого Пана. Почему? Потому что Пан — это символика... Как это сказать? Символика высшей музыки. Символика музыки высших небесных сфер. Свирель Пана, каждая дудочка в этой свирели была настроена на определенную частоту. Да? Можно сказать, что бог Пан слышал эту самую музыку сфер и мог сообщить человеку некие секреты. Если человек хотел узнать ответы на свои вопросы, он шел в темный лес, вот, к бабе Яге костяной ноге, да, как у нас там с костяными ногами, вот, и общался либо с предками, то есть с умершими людьми, которые были там похоронены в отдельно взятых домиках, да, в домиках на курьих ногах. То есть в таких маленьких хатках, которые устанавливались в лесу на сваях, чтобы дикие звери не залезли в эту хатку и не потревожили мумию предка. Вот, тело предка. Символика существа, которое живет в лесу, полуживотное, получеловек, да, это символика, как бы это так охарактеризовать, языческого божества, которое делится с человеком, который осмелился обратиться к нему секретами будущего, либо секретами жизни, либо секретами там охоты, собирательства, чего угодно. Это старые боги, которым поклонялись люди. То есть были вот современные боги. Для древних греков современные боги — это вот Зевс, да, это Нептун, Афина и прочее, Марс с Меркурием.
А вот древний бог, который полузабытый, относится к золотому веку даже для античности, это вот тот самый Пан, да, к которому люди все еще ходили и по языческим, дозевсовым обрядам еще общались с полудикими богами. Да? То есть это символика тотемизма. Это религия в том виде, в котором она сохранилась до нового времени в племенах, например, Северной Америки. Да? Когда европейцы приплыли в Северную Америку, они там увидели людей, которые поклоняются до сих пор животным. Да? То есть вот тот же самый племя волка, племя оленя и прочее. Все это вот та же самая песня, что и была раньше в Европе. Вот. Поэтому есть еще и такая символика того же самого. Скажем так, не то чтобы водолея, скорее это отголосок Козерога, но тем не менее считалось, что Пан играет на этой самой свирели, он слышит музыку сфер. Музыка сфер это уже скорее прерогатива того самого Ганимеда, того самого служителя небесных богов, который слышит голоса небесных богов. Вот таким образом все это дело плавненько так перетекает из одного в другого с течением времени. Для нас это может быть как-то так выглядит притянутым за уши. С другой стороны, у наших предков, да, было много времени для того, чтобы потихонечку менять свои верования, для того, чтобы потихонечку перестраиваться следом за изменением общества. Теперь, раз уж 3 короля, либо 3 волхва, да, у нас рисовались обычно в восточных одеждах, в скифских каких-то шапках. Обычно это одежды междуречья. Да, то есть привет, шумеры. Опять те же самые шумеры, те же самые зиккураты, о которых шла речь на прошлой лекции в прошлой карте. Напомню, что зиккураты это храмы, которые строились специально для общения с богами, для того, чтобы жрецы халдеи могли с вершин этих самых своих пирамид, башен, общаться с богами. То есть читать звезды, высчитывать будущее. Оттуда пошла 12-ричная система исчисления. В отличие от нормальной, привычной человеческой десятки, халдеи считали дюжинами. Для нормального человека это неудобно, а для халдея это наоборот удобней, для высшего жреца, потому что это язык богов. Почему? Потому что год у нас делится на 12, все это привязано к движению планет, к движению высших сфер, понимаете? Поэтому 12 это 10, это еще нормально человеческое, а вот 11 и 12 это уже, скажем так, более божественное ощущение, оторванное от земных реалий, приближенное к небесным каким-то высшим понятиям. Собственно, ряд ученых-библеистов прослеживают связь легенды о Вавилонской башне, о ней мы говорили в прошлой карте, да, с традицией строительства в древней Месопотамии высоких башен храмов, зиккуратов. Это дом, где сходятся небеса с землей, то есть возвышенность. А что у нас одна из самых известных возвышенностей – гора Синай, с которой некий человек общался с Богом. И что же это за человек такой? Вы, наверное, там уже видели, да, у меня в превьюшках Моисей. В самом деле, Моисей получил свои 10 заповедей на горе Синай. Какие древние женские образы можно увидеть по фигуре звезда, спрашивает Александр Конусов. Геба, богиня Геба. Загуглите, это не так интересно, но тем не менее богиня Геба, либо просто обнаженная истина. Загуглите обнаженная истина. Тоже может быть. Но это уже такое, скорее, понятие нового времени. Мне это уже не так интересно от того, что мы с вами говорим об античности. Каким образом Моисей относится к карте звезда? Очень просто. Он тот самый общающийся с Богом человек, пророк, да, который дает заповеди людям.
Теперь что такое заповедь? Ну, чуть-чуть попозже о том, что такое заповедь. Давайте посмотрим, кто такой пророк. Пророк или прорицатель? В общем смысле человек, заявляющий о том, что контактирует со сверхъестественными или божественными силами и служит посредником между ними и человечеством. Провозвестник сверхъестественной воли. Вот тот самый Водолей и есть. Символика Водолея — это символика пророка. Глаз Бога. Глаз, в смысле через «с», да, то есть голос Бога. Учение о пророках присутствует во всех авраамических религиях и в зороастризме. Также в древнегреческой религии имели место пророчества Сивил, дельфийского оракула. Ну, в общем, в принципе, те, кто вещает нам о будущем и являются этими самыми водолеями. Немножко отшибленными, ненормальными людьми такими, да. Те же самые Сивил и дельфийский оракул, они все пользовались какими-то курениями. Они что-то там курили. В прямом смысле слова. Вот. Моисей же, взятый, спасенный из воды, символика воды у нас присутствует, еврейский пророк и законодатель, основоположник иудаизма, организовал исход евреев, да, символика путешествия, символика цели, надежды на новое светлое будущее, он повел за собой евреев. Исход евреев из Древнего Египта сплотил израильские колена в единый народ, то есть он собрал это созвездие. Является самым важным пророком в иудаизме. Ну вот он, этот самый товарищ. Про Моисея вы, конечно, знаете, да? Что он, самое главное, что он сделал? Собрал евреев, увел от фараона из египетского плена, да? Водил 40 лет по пустыне, опять же длинный путь. Считается, зачем так долго? Как бы говорят, так долго, хотя там идти всего там, ну от силы там год можно идти, хотя за пару месяцев можно, если быстрым шагом, за пару месяцев можно дойти, да, но смысл в том, что путь был длинным для того якобы, чтобы сменилось поколение рабов, да, и выросло поколение свободных людей, которые и должны были создавать, собственно, народ и иудейское государство. Скажем так. Вот. И зайдя на вот эту самую возвышенность, на гору Синай, Моисей получил 10 заповедей. Что такое заповедь? Религиозно-нравственное предписание. Заповеди, которые данные в религиозных книгах от лица Бога, составляют основу религии. То есть общественное некое знание. Обычно это краткое назидание в виде изложения основных тезисов, но в иудаизме, например, свод обязательных правил настолько разросся, что слово «талмуд» даже стало нарицательным, обозначая свод разносторонних указаний, которым проблематично следовать. Символика мудрого человека считается, ну, если мы отрицаем все божественное, если мы считаем, что, ну, вот как, допустим, Карл Маркс и, допустим, Ленин считали, что Бога нет, да, потому что Гагарин в космос летал, Бога там не видел. Если мы такие вот материалисты, то как объяснить то, почему Моисей создал эти 10 заповедей? Считалось, что он был предводителем, к нему люди приходили за советом, он выслушал за всю свою жизнь множество разных историй разных евреев, которые жаловались, говорили, рассказывали, то есть он наблюдал как бы за жизнью общины, наблюдал за жизнью евреев и неким образом однажды, находясь в уединении на горе Синай, куда ушел, чтобы подумать, да, как нормальный отшельник, он вдруг прозрел. Ему случился инсайт, да, ему пришла информация, что елки-палки, вот же правила, по которым мы все живем, они нормальные, понятные, логичные. Если ты будешь делать так, ты потом увидишь, что тебе стало плохо. Потому как он видел все эти истории, он видел, чем эти истории заканчивались. Он складывал все эти разрозненные знания, как звездочки, в один логичный вывод. Не убий, иначе это плохо. Тебе будут мстить, будет кровная месть, прочее. Ну вот, не укради, не прелюбодействуй. Вот, не что там, ну в общем все эти 10 заповедей, я думаю, что если вы их не знаете, вы их можете с легкостью загуглить. Вот. В наше время это позволяет легко, без всяких мудрых людей, обратиться к накопленному знанию и сделать какие-то свои логичные выводы. Однако,
все-таки давайте будем считать, что некое высшее хранилище информации, назовем это так, современными такими терминами, да, все-таки присутствует. И человек, умеющий включиться вот в этот высший жесткий диск, да, он может оттуда почерпнуть некие знания, сведения, которыми делится с другими людьми, льет воду, помогает другим людям. Отсюда и символика. Что такое? Ну, вообще, если мы берем шумеров, у них вообще было отдельное божество, которое отвечало за то, что оно льет воду, то есть сообщает людям какие-то сведения. Вот. Тут же вода на этой карте, она льется частично в воду, частично на землю. То есть какие-то действия частично осмысленные, частично бессмысленные. Бессмысленные они для тех, кто не понимает, что происходит. Для того, кто делает, все понятно. Я делаю это, потому что, может быть, тебе сейчас непонятно, зачем я это делаю. Но в будущем все это будет полезно, все это будет нужно. Поэтому якобы бессмысленные действия по звезде на самом деле глубоко понятны той фигуре, которая производит эти самые действия. Мудрецы порой не объясняют всего просто потому, что, некогда объяснять, да, действовать нужно. Поэтому вот вам 10 заповедей, вам не важно, вам незачем знать, почему я вывел эти 10 заповедей, мне сообщил Бог. Как-то так. Какие болезни означает звезда, спрашивают зрители. Я без понятия. Я с медициной не работаю, поэтому медицинские какие-то соответствия вам подскажут врачи, если они хорошо знакомы с картами Таро. Вот. Медик может вывести смысл болезни из смысла карт. Я в медицине слаб, поэтому я туда и не лезу. Я с этим и не работаю. Опять же, Александр Конусов, заболевания сосудов, легких, бронхов, почек, крови, акупунктура, с чего вы это взяли? Если из каких-то книг, во-первых, из каких книг, а во-вторых, с чего вы взяли, что в этих книгах пишут правильно? Ну хорошо, ладно, проехали. Звездная болезнь. Кстати, вот звездная болезнь это уже ближе. Почему? Потому что если человек считает, что он самая яркая звезда на небосводе, то он ошибается. Он всего-навсего еще одна звезда на небосводе. Это, скажем так, обратная сторона карты сила. Да? Если человек делает только то, что хочется ему, забывая о том, что есть еще и общество, тогда он, скажем так, заражается этой самой звездной болезнью. Слабое место силы – это вот звезда. Слабое место звезды – это Солнце. Если звезда начинает светить слишком ярко, она затмевает свет других звезд. И таким образом так выходит, что другие смыслы, другие точки зрения исчезают за твоей точкой зрения. Поэтому по правильной звезде светить нужно, но светить нужно с учетом того, что другие звезды тоже светят. То есть, само собой, есть другие точки зрения, и вы должны при составлении своей точки зрения учитывать чужие точки зрения. Для водолеев это, в принципе, понятно, поэтому они такие альтруисты, они всегда учитывают чужие интересы, чужую точку зрения. Как-то так. Отсюда связь зиккурата, возвышенности с умными людьми. Чем выше ты говоришь с Богом, да, тем более ты оторван от мирского, от земного, тем быстрее ты поймешь все это мирское и земное как бы в отрыве с высоты птичьего полета. Просто потому, что все сведения собрать в одно. Для этого нужно время, мудрость и желание, скажем так. Роман, мы с вами. Окей, хорошо. Юля, я вас понял. Спасибо. Так, спасибо за поддержку. Вот как-то так. В основном символика такая. Вот мы с вами, видите, как быстро справились с этим всем делом. У нас осталось только значения какие-то практические просмотреть и, собственно, образы в кино. Сейчас я глотну чуть-чуть чаю, чтобы промочить горло. Но, в принципе, если вы задаете вопросы вот по поводу того, что Мари сказала, звездная болезнь, это прям в точку. Здорово. Это слабое место, конечно, 5-го дома Льва. Львы очень часто впадают в звездную болезнь, они очень часто забывают о том, что есть другие люди. Как же так, я такой сиятельный, да?
блистательный. Какие там люди вообще могут быть? Правильный лев всегда прокачивает свое видение других людей. Правильный лев всегда помнит о том, что он светит для людей. Как и правильный водолей всегда должен помнить о том, что кроме людей есть еще и он сам. О себе забывать не надо. Водолеи очень часто жертвуют своими интересами, своей точкой зрения ради того, чтобы помочь обществу, чтобы помочь другим людям. Если вы будете чрезмерным альтруистом по водолею, по такому, слабенькому водолею, вас сожрут, вас это общество сожрет и выплюнет. Вот, поэтому о себе тоже нужно помнить. Об этом мы чуть ярче поговорим в образах кино. Потому как, вы уже видите, да, те, кто видели этот сериал, прекрасно понимают, что вот это как раз водолей. Хорошо, значения. Давайте мы поговорим о значениях, которые принимает карта в практических раскладах, в каких-то. Опять же, я не буду здесь затрагивать всю символику, вернее, все значения, которые мы рассматриваем с учениками на наших лекциях, на практических занятиях, да, в общем и целом пробежимся, да. Самое главное, чтобы вы понимали смысл карты. Какие-то значения вы все равно в течение своей карьеры, в течение своей работы с картами Таро вы подтянете свои личные. Самое главное, чтобы вы понимали суть этой карты. Звезда — это надежда на будущее, потому что вы понимаете, куда вы идете, и с чем вы идете. То есть, если вы видите, понимаете истинно этот мир, тогда вы понимаете, на что стоит надеяться, на что, чего надо бояться. А страхи — это следующая карта, Луна, конечно, да, там прям страх прописан. Вот, но тем не менее, опять же, ужас, да, не ужас. Шутки шутками. Хорошо, звезда. Если мы примерно разделим значения, которые выпадают в практических раскладах, мы можем выделить с вами 4 стихии основные. Огонь — это социум и желания людей. Земля — это финансы и имущество, материальная сторона нашей жизни. Воздух — мечи. Да, это действие и саморазвитие, то есть действие, направленное наружу, и действие, направленное на себя, некое саморазвитие, да, личности, интеллектуальное развитие, когда человек пытается заставить себя вырасти, сделать себя лучше. И, соответственно, у нас осталась вода, кубки, это эмоции, которые направлены наружу по отношению к другим людям, и эмоции, направленные конкретно к какому-то человеку, это личная жизнь. Вот, давайте начнем с социума, с огня, да, энергиями, которыми обмениваются люди на работе, в социальном общении и прочее. Собственно, карта звезда значит общество и его ценности. Если башня у нас значила начальника, государства скорее, да, то вот тут уже общество, которое развилось в этом государстве. Общество и его ценности. Это множество маленьких звезд, множество маленьких сознаний, вот, каждая из которых является яркой звездой, ярким светилом, скажем так. Альтруизм, о котором мы уже говорили, это вот те действия, которые босый голый человек делает ради других, да, отдает последнюю рубашку, пожалуйста, вот льет воду на чужую мельницу, можно еще и так сказать, совершает некие действия, которые важны другим людям, даже если люди не понимают смысла этих действий. Вот, мало ли что, почему там, зачем, да, вот этот человек делает. Нормальный, скажем так, среднестатистический человек не очень понимает, зачем все эти волонтеры ходят убирать какие-нибудь, я не знаю, прибрежные районы, да, какие-то пляжи. Зачем? Есть же дворники, есть же там какие-то там эти самые рабочие, им за это деньги платят. Зачем ты вот на этот субботник выходишь, нет, чтобы дома убраться? Волонтеры прекрасно понимают, зачем они это делают, да, для общества в целом, не столько для себя, сколько для общества. Поэтому действия, скажем так, бессмысленные с точки зрения замшелых обывателей, вот, на самом деле для волонтеров, для альтруистов несут глубокий смысл. Информация
тоже по этой карте чаще всего человек что-то понимает, ему приходит в голову некая информация. Широта взглядов. Широта взглядов, она и заключается в том, что пялиться не на одну звездочку в небе, не на одно солнце смотреть, а понимать, что вокруг много другого интересного, поэтому стоит как бы обращать внимание на точку зрения других людей, обладать некой широтой взглядов. Какие-то глобальные события. Ну, вот это, собственно, умение сложить из каких-то отдельных деталей, из отдельных там каких-то новостей, сведений, понимание картины мира в целом, да, ощущение того, что там происходит глобально у нас в мире. Открытость людям. Об этом я говорил, когда говорил, почему фигура обнаженная. Потому как обнаженная истина, она настоящая, да, она истинная. Открытость людям и есть вот символика обнаженного тела. Человечность и индивидуальность, ну это понятно, об этом я говорил, все-таки звезда — это сознание человека, пусть и одного отдельно взятого члена общества. Ну и с другой стороны, неформальность. Да, в чем выражается неформальность по поведению человека социальному, да, что он вот делает как раз то, что не принято всеми другими людьми. Все вот эти волонтеры, они, конечно, как бы поощряются обществом, но для общества люди это все-таки не совсем нормальные, не совсем формальные. Вот, поэтому некоторая странность в водолеях всегда присутствовала и будет присутствовать. По финансам и по имуществу. Если мы затрагиваем материальную сторону жизни, это интернет. Интернет, где вы понимаете, что кроме вашей точки зрения, есть много других точек зрения. И вообще, если вам не нравится, что кто-то тут матом ругается, детка, это интернет, тут могут и послать куда подальше. Поэтому тут каждый имеет право голоса, тут каждый сам себе звезда, да, и никто в интернете вас затмить не сможет, потому как интернет, он для всех. Я думаю, что улавливается аналогия. Интернет, конечно, есть еще и в карте мир, но это скорее такое ощущение большого мира, которое вам дает этот самый интернет. А вот, собственно, интернет как вместилище информации и точек зрения разных людей по разным поводам, вот это и есть та самая звезда, созвездие, скажем так. Анализ информации по этой карте, да, то есть финансисты работают с большими рынками информационными, собирают все эти сведения, данные, анализируют, то есть какие-то циферки собирают, может быть, не совсем понятные для нас, да, но тем не менее вполне очевидные для них. Зачем они льют эту воду? Им понятней, они знают зачем. Рынки, связи, средства массовой информации, я думаю, что теперь понятно, почему все это так сюда включается, в эту самую карту. СМИ, средства массовой информации. Белая бухгалтерия внезапно, да, по финансам и по имуществу сюда приходит. Почему? Потому что это открытая истина, так как оно есть на самом деле. Человек показывает все свои операции, все свои проводки, все свои финансы открыто, без всякой одежды, без всякой тайны. Черная бухгалтерия, напомню, у нас в скрытой карте, да, это высшая жрица. Вот она прячет в рукаве какую-то информацию, какой-то банковский счет. Опять же, по звезде приходит отказ от амбиций, если вы не собираетесь там зарабатывать прямо огромное количество денег. Например, по этой карте какой-нибудь Киану Ривз отказывается от огромного гонорара, либо делится этим гонораром с другими, там, с какими-нибудь с каскадерами, либо жертвует часть своего гонорара для того, чтобы другие работники могли делать свою работу, чтобы фильм все-таки вышел, чтобы фильм сняли, пожалуйста, это звезда. Понимание нужд общества. И, соответственно, альтруизм и в финансовом плане тоже. Нововведение. Любого рода нововведения, просто потому, что как бы карта-то говорит еще и о будущем. В первую очередь это надежда, то есть работа с будущим, то есть это какие-то финансовые вложения с надеждой на будущее. Просчет факторов, рисков и всего такого прочего. Много других маленьких звезд, да, то есть много разной информации нужно сложить в созвездие. Думаю, что это понятно тоже. По мечам, по воздуху, по действию и саморазвитию. То есть действие, направленное наружу на людей, и действие, направленное на себя. Самооценка, да, как я по сравнению с другими людьми. Как я выгляжу как звезда на фоне других звезд.
Десятина, спрашивает Анна. Не так. Десятина это оброк, это то, что подчиненный, да, вассал должен платить сюзерену, скажем так. Десятина, если вы имеете в виду та часть денег, которая сбрасывается в общину церкви, ну, может быть в этом плане, окей, соглашусь, хорошо. Ну вот видите, вы смысл карты поняли. Хорошо, вернемся к действию и саморазвитию. Самооценка. Как человек оценивает себя на фоне других людей? Думаю, что тут очевидно, понятно, да? Искреннее, истинное видение себя на фоне небосвода. Понимание своего места в обществе, тоже понятно почему, да? Каждая звезда занимает свое место в своем созвездии. Каждое созвездие имеет некую форму, разделяется там, ну и прочее, прочее. Самоотдача. Человек самоотверженно делает свою работу. Это тоже понятно. Вдохновение. Что такое вдохновение? Это умение услышать музу. Умение услышать музыку высших сфер, о которой я уже говорил, да, умение прислушаться к своим каким-то мотивам глубинным, природным, по богу Пану, да, либо общение с высшими богами олимпийскими, да, когда вы понимаете, что и как нужно делать. Некие новые знания, которые необычные, приходят от человека, который подключается вот к тому самому высшему, небесному, жесткому диску, скажем так. Ну, вот. То есть понимание сути того, что происходит, как сложить все эти самые действия в одну понятную цель, в один понятный маршрут. Мореходы, да, они по разным звездам прокладывали некий маршрут вперед в будущее. Это какие-то расчеты, работа с информацией, понятной только вам, допустим. Для обычного матроса, да, штурман, либо капитан, который прокладывает маршрут по карте, он там какие-то там циркули, что-то там рисует карандашиками, смотрит в астролябию на небо, да, что-то там записывает, какие-то широта, какие-то циферки, непонятные какие-то действия, да, но тем не менее эти действия приводят его из точки А в точку Б, в некое светлое, скажем так, будущее. Инсайты. Инсайт — это, ну, как я уже говорил, получение информации откуда-то оттуда путем изменения сознания, да, ну, либо химическим, либо каким-то, ну, другим, то есть через физику. Даже через те самые прогулки, например, Тесла, тоже ярко выражены. Вообще все инноваторы, все изобретатели проходят по звезде, по Луне, по Водолею. Вот Тесла, пожалуйста, он гулял каждый день в парке, просто прогуливался, потом как-то резко так хватал палочку и этой палочкой прямо на песке рисовал там какие-то сложные чертежи. И наблюдателю казалось, что каким-то образом он уже готовый чертеж откуда-то оттуда берет, как инсайтом, озарением, и сразу рисует готовую там какую-то машину. Это чудо какое-то, инсайт, озарение, ай-яй-яй, прямо чуть ли не тут ангел, да? Ну вот, посланник небес. По сути, как это происходит для Водолея? Водолей собирает информацию, собирает, компилирует, а потом неким естественным образом он внезапно что-то понимает. Его посещает озарение, некий инсайт. У него вся эта информация складывается в четкий, ясный образ. Вот. И он, как Тесла, Никола Тесла, он зарисовывает готовое решение. 10 заповедей на скрижалях. Пожалуйста, все оно складывается внезапно. Эмоции, личная жизнь, осведомленность. То есть, когда выпадает эта карта в раскладе на эмоции, на какую-то личную жизнь, любит он меня или нет, по этой карте человек понимает все, что происходит. Вся нужная ему информация у него есть, она как-то естественным образом укладывается у него в голове, и он прекрасно понимает, что происходит, чего хочет, что чувствует партнер, куда все это дело движется. То есть у него есть, скажем так, картина мира в целом, вернее, картина отношений в целом. Как правило, водолеи эмоционально открыты другим людям. Просто потому, что они считают, что свободный обмен информацией, честность и в эмоциях тоже, она помогает
другим людям увидеть картину мира такой, какая она есть на самом деле. И, в принципе, да, это в самом деле помогает, но очень часто водолеи страдают от этого. Очень часто водолеи принимают точку зрения людей, с которыми они общаются, погружаясь в некое общество, они могут как бы проникнуться идеями этого общества и пытаться как-то вот соответствовать этому обществу. Я по себе это хорошо знаю, потому как я человек переходный с водолея на рыбы, да, и водолей временами во мне вот совершает такие действия, да, если я, например, долго общаюсь с людьми какой-то профессии, я сам начинаю интересоваться этой профессией, вовлекаюсь туда как-то, да, и начинаю общаться с людьми этой профессии тем образом, которым принято. Например, если это какие-то художники, то, как правило, это общество такое, оно чуть-чуть завистливое бывает, да, подозревающее такое всех людей в том, что... Но, с другой стороны, есть и очень открытые, искренние люди, когда их встречаешь, вот, допустим, в том же в художественном сообществе, очень приятно общаться с такими открытыми, искренними людьми. И я пытался тоже себя так вести, но просто понял, что не все люди на самом деле показывают вот то, что у них есть внутри. Поэтому, если ты будешь чрезмерно открыт эмоционально, скорее всего, тебя обманут и вовлекут в некий... можно попасть в передрягу, скажем так, в переделки. Они наполовину и инопланетяне, пишет Анна. Ну, как бы нет. Смотрите. Необычности девиации, которые присутствуют в этих людях, в основном необычны как раз тем, что это то, что нормальные люди стараются не показывать. Водолеи, они как бы кажутся такими вот оторванными от мира, на самом деле они принадлежат этому миру очень серьезно. Они не свободны от этого мира, они зависимы от этого мира. Просто-напросто потому, что вот тот самый Ганимед, унесенный Зевсом, да, он так и остался живым человеком. Хоть и прислуживает богам, он все равно земной живой человек, пусть и бессмертный. Астрологи чаще всего придают людям, рожденным Солнцем в Водолее, да, водолеям, проще говоря, придают качество такой вот свободной личности. На самом деле водолеи, наверное, самые несвободные люди из всех земных людей, но они всячески стремятся к этой свободе, они чувствуют эту свободу, они понимают, что рано или поздно мир отпустит нас из этих тисков, да, как вот тот самый знаменитый украинский философ Сковорода, да, у него на могиле было высечено, как он сам просил: «Мир ловил меня, но так и не поймал». То есть Водолей, он привязан к этому миру, он служит этому обществу, он зависим от этого общества, он звезда в созвездии. Но всеми силами пытается быть уникальным, всеми силами пытается показать эту уникальность, непохожесть на других людей. И очень часто эта уникальность и непохожесть им не нужна. Нужна только для того, чтобы выделиться. Вот как у Цоя, да, сделать шаг вперед, выйти из строя вон. Или как там, сделать шаг вперед. Ну вот. Те, кто на самом деле не принадлежат этому миру, это рыбы. С ними там вообще все грустно. Вот. Но они хотя бы понимают, что нужно быть похожими на других людей. А вот водолеи, они очень человечные, но вот именно этой своей человечностью и отличаются от большинства нормальных людей, скажем так. Ну, я думаю, вы поняли, о чем, да? Слишком они гуманны в нашем негуманном, к сожалению, обществе. Отсюда и необычность. Попытка быть более божеством, нежели человеком, хотя ты все еще человек. Может быть, так грустно чуть-чуть, но тем не менее так оно и есть. Фигура по звезде может быть Венерой или Персефоной. А Персефона-то тут при чем? Персефона — это богиня, которая является собой символику зерна, отдельного зерна, которое находится под землей, которое похороненное зерно, да, украденное у той же самой Диметры, у природы, и спрятанное под землю. Это символика погружения внутрь, а не выхода наверх. Ну вот.
Она прорастает время от времени, но это такое земное. Прозерпина, она же Персефона, у нас в 6-м доме и в 3-м доме. Вот она, в 6-м доме как отшельник, как человек, погруженный в себя. Вот он, значок Прозерпины, она же Персефона. То же самое имя, только с древнегреческого на древнеримский. И как фоном она идет в близнецах, как работа с информацией, с отдельными битами информации. Это просто тоже воздушное ощущение, это тоже информация. Но эта информация такая земная, мелкая, отдельные детали. Информация по Урану — это новая информация. А Уран, он божество оплодотворяющее, плодородное, да, это новое. То, что он дает, рождает новые смыслы. Вот, поэтому звезда, она уникальна. Она дает информацию, которая является компиляцией из всего того, что там собрал Моисей. Да, это некие новые законы, некие смыслы, которые собраны из крупиц опыта. Понимаете? Вот, поэтому это не Персефона, не Прозерпина и не Венера. Это может быть как вестник информации, как предвестник, но это скорее Люцифер именно в своем, скажем так, в древнем своем виде. Как ангел, несущий информацию. До того, как стать падшим ангелом, он был ангелом, ответственным за просвещение. За то, что, ну, собственно, вот он и лил эту самую воду, да, он и был водолеем до того, как совершилась война, скажем так, падших ангелов с Богом. Вот. Как-то так. Поэтому Венера тут очень опосредованно так. Но вряд ли это Венера. Фигура по звезде — это Геба. Богиня вечной юности, молодости и бессмертия. Понимаете? Она же в мужской ипостаси Ганимед. То есть, грубо говоря, что такое Ганимед и Геба? Геба — это символика бессмертной вечной юной души, а Ганимед — это символика более человеческая, более земная, более мужская. Да? Это человек в виде сознания, которое, может быть, потом где-то там получит бессмертие, и то не факт. А вот Геба, она сама по себе душа как божество, понимаете? Богиня Изида, не Изида. Хорошо. Вы что-то такое ощущение, что вы все мимо. Все тычете просто наугад. Тут, по-моему, символика очевидна. Хорошо, давайте посмотрим образы в кино, что и как. Конечно, у нас будет Доктор Хаус, да, потому что как же без него. Но Урания уже ближе. Да, но в Уране я особо не копал, просто потому как, ну, некогда было. На философскую лекцию, да, то есть у нас что? У нас будет еще вторая часть, но попозже, когда мы пройдем все старшие арканы, да, я планирую сделать еще младшие арканы для учеников моих, да, чтобы это было в общем доступе, потому как я считаю, что теоретические знания нужны в открытом доступе. Это во мне мой тот самый водолей говорит, да? Вот. Поэтому делиться сведениями я, конечно, буду. И все эти лекции будут сохранены. Вот. Но какие-то практические значения, ну, тут уже обучение, да? Обучение в группах. Поэтому философская лекция будет попозже, после младших арканов, но всех картах, которые не хватает еще вот у нас в плейлистах, все они будут как бы более широко раскрыты. Давайте посмотрим, что за кины, что за фильмы, художественное произведение визуального искусства, да, мы можем с вами связать с этой картой. Ну, во-первых, Экзодус, как это по-русски, исход, да, боги и короли, боги и цари. Фильм про, ну, во-первых, шикарный фильм. Во-первых, это просто красиво, да. Шикарный фильм. Не помню, как же актера-то зовут. Актер-то известный, да. Ёлки-палки. Ну вот у меня с именами, фамилиями сложно.
Кристиан Бейл, вспомнил, шикарный актер, он мастер метаморфоз, он, если нужно похудеть, он худеет до скелетообразного существа. Если нужно играть там какого-то Бэтмена, да, он раскачивается так, что просто, ну, там в самом деле такой супер. Тут он сыграл Моисея, собственно, человека, который из-под власти фараона вывел, собственно, евреев, разделил воды, да. Причем, что характерно, что интересно, значок Водолея, две волнистые линии, две волны, две воды. Одна вода — это просто волнистая линия. Две воды, две волнистые линии — это разделение волны этим самым Моисеем, понимаете? Вот. Шикарный фильм. Снят очень здорово, он недооценен, на самом деле отлично. Стоит смотреть и пересматривать. Про Моисея стоит посмотреть кино, чтобы понять, что там и как было. Очень интересно. Образ Водолея как человека, который служит другим, работает с помощью знаний, приобщается к этим самым высшим знаниям какими-то непонятными методами, непонятными действиями, какими-то словами, замудренными заклинаниями, какими-то пассами, вроде бы бессмысленными с точки зрения обывателя жестами, да, но на самом деле это волшебные, нужные какие-то действия, которые знает только этот самый волшебник. Вот тот самый Гэндальф, если хороший, положительный Водолей, да, и Саруман, да, который, опять же, живет в башне, если вы помнили. Если вы помните, потом эта башня, конечно, там рухнет и прочее, прочее, и он будет свергнут, но, тем не менее, это вот злой волшебник Саруман, да. Гэндальф, который служил человечеству в общем и целом. Гэндальф не служил какому-то там одному королю, или там эльфам, или только гномам, или только хоббитам. Он служил вообще всему человечеству. Вот тут уже высший образ. Да? Мы с вами помним, что образ Гэндальфа у нас присутствовал еще и в Отшельнике, в Деве. Да? Это постижение мудрости путем постоянного приобщения к сведениям, к знаниям мирским. Да, и вот образ вот этого странствующего путешественника, отшельника, это, конечно, Один, это, конечно, Гэндальф серый. А вот Гэндальф белый, который уже без шапки, да, который уже сияющий, светоносный, который, кстати, стал белым после своей символической либо реальной смерти в бездне, в которую он рухнул в борьбе с этим самым, с огненным этим существом, да, божечки, как же там его звали-то, Барлок, да, в борьбе с Барлагом. Вот это символика Водолея, вестника надежды. Помните, когда он говорит: ребята, вы там езжайте, я вас догоню, я приду с рассветом, что-то там, когда уже вас оставит надежда и прочее, прочее. То есть вестник надежды, он обнадеживает людей, он подталкивает их к действию, потому что он понимает, что происходит. Каждому сообщает то, что нужно. Вот. Вообще надо сказать, что «Властелин колец» и как художественное произведение в виде книги, ну, конечно, книга круче, в разы круче. Но фильм Lord of the Rings, «Властелин колец», шикарнейшая и иллюстрация к великолепной книге, к шедевру. Это must read. И надо смотреть, надо читать. Обязательно. Если вы хотите что-то понять в этой жизни, надо. Даже если вы не поймете, о чем книга, вы прикоснетесь к этим знаниям, к этой мудрости и станете чуть-чуть лучше. Теперь такие несколько неожиданные образы, да. Star Trek и капитан... Не капитан, как же там его звали-то, божечки. Девушки, напомните, пожалуйста, вы точно, если вы смотрели, вы помните, как зовут этого персонажа. Просто я не фанат Стартрека совсем, я не смотрел сериалы. Фильмы я смотрел так, просто потому что это хорошая фантастика, и она вся строится вот по сюжетным линиям, как и карты Таро тоже. Вот. Я не помню, как зовут этого персонажа, я его вам охарактеризую так. Да, если вы не смотрели этот фильм, то
это существо вроде бы как человек, он инопланетянин, конечно, и у него сложности с эмоциями. У водолеев вообще сложности с эмоциями. Но он такой скорее интеллектуал, да, он пытался понять человечество, он как бы представлял собой такой взгляд холодный, спокойный, рассудочный, взгляд интеллектуала на все эти человеческие страсти. Он спрашивает, а почему у вас люди вот хотят этого, а почему они так делают? Все же, это же нелогично, человеческое поведение нелогично. Вот вам логика, нормальная, холодная, спокойная, вот, и прочее, прочее. Вот же ж оно, все такое, да? Вот же ж понятно. То есть это предельно логичный взгляд на общество, на человечество, на все эти вот страсти, на все это вот телесная вся эта штука. То есть он такой, какой-то он вроде бы, тут он, кстати, и молодой, и старый сразу, как он встретил себя там в будущем, в общем. На самом деле очень интересные фильмы, стоит смотреть. И персонаж очень хорошо показывает необычность Водолея, хотя по сути он такой же человек, как и все. Он испытывает эти эмоции, просто он не очень их понимает. Вот. Какой фильм? Стартрек, Звездный путь. Да? Кирк, он самый. Да, я что-то там капитан Кирк, но он вроде не был капитаном, по-моему, Кирк его звали или как. Я не помню, честное слово, очень жалко, что не помню. Но как-то так. Я людей не помню по именам, да, я людей помню по образам. У меня с именами сложности. Роман, а вы читали Анджея Сапковский «Ведьмак» и фильм по нему? Фильм такой себе. Польский фильм, кстати, лучше. Польский сериал, старый польский сериал, он получше. А Сапковский, конечно, это тоже шедевр, тоже хорошо. И «Ведьмак» хорош. Там тоже сложности с эмоциями у главного героя, и он тоже служит обществу. Но там более сложный персонаж, чтобы его вписывать в какой-то шаблон зодиакальный. Поэтому Ведьмак это что-то, тоже воин, тоже как бы такой необычный, но в рамки Водолея Ведьмак не вписывается. Ведьмак скорее там симбиоз такого Водолея со Скорпионом, что ли. Вот. Поэтому... Спок его звали, точно. Вот этого товарища звали Спок. Я так понимаю, мало кто смотрел Star Trek, но тем не менее очень яркий образ именно в этом самом. И конечно, самый яркий водолейный образ это Доктор Хаус в одноименном сериале Доктор Хаус, либо просто Хаус, да. Вот тот самый полусумасшедший такой как бы врач, который на самом деле мудр, прекрасно знает свою профессию, он диагност, скажем так, да. Вот, это человек, который обладает большим, огромным багажом знаний, и при всем этом пользуется этим багажом знаний очень необычным способом. И вот его необычность, непохожесть на других людей как раз и выделяет его как водолея. Во-первых, он является руководителем, да, а водолеи, они очень часто склонны к тому, чтобы вести людей куда-то. Причем руководитель, он такой странный. С одной стороны, он такой деспот. С другой стороны, он прекрасно понимает, что деятельность его команды заключается во взаимодействии. Основной смысл – это взаимодействие. Это чтобы все звезды светили в нужный момент, тогда, когда нужно. И он, как правило, дает высказываться каждому члену своей команды, да, и после этого делает некий вывод, к которому приходит, опять же, путем какого-то инсайта, да, то есть он собирает сведения, он заставляет других людей собирать эти самые сведения, потихонечку вот из обрывочных сведений он как-то внезапно находит нужное решение, причем нужное решение якобы само падает ему в голову, просто потому что он знает много всего другого, и он может связать те сведения, которые не могут связать другие люди, может связать в какую-то картину цельную. И это создает ощущение мудрости. И по сути это и является мудростью, умение связать разрозненные, якобы бессвязные кусочки информации в какую-то общую картину и сделать какой-то логичный вывод, который помогает другим людям. Вот это умение водолейное. Это по доктору Хаусу, хочешь ты не хочешь, я тебя все равно вылечу, я тебя все равно как бы сделаю здоровым. Причем он достаточно такой циничный образ. Вот, то есть он
необычный, он хромой, да, а астрологи утверждают, что каждый водолей обязательно отличается чем-то от других людей. Либо по поведению, либо по манере речи, либо по физическому какому-то несоответствию, у него там какая-то отметина, да, либо вот он хромой, как доктор Хаус. У меня, как у водолея бывшего, да, я первую часть своей жизни, я очень страдал от заикания. У меня заикание высшей степени. То, что вы наблюдаете сейчас, ну вот это отголосочки, это то, с чем я так и не справился, хотя в общем и целом я, конечно, это свое заикание поборол, как вы видите. Но временами оно дает о себе знать отголосками такими. То есть это тоже слегка водолейная черта, отличаться от других людей необычностью. А доктор Хаус, он необычный доктор. Он терпеть не может эти халаты, он всегда нарушает правила, причем он делает это чуть ли не осознанно, чуть ли не сознательно, поясняя другим людям, почему другие люди так делают, да. То есть он делает некие выводы. Эти вот его фразы, что как бы все лгут, everybody lies, да, каждый человек лжет просто потому, что то, что он думает, и то, что он говорит, это не всегда тождественные вещи, да, что человек хочет управлять другим человеком, поэтому лжет и прочее, прочее, делает некие выводы, да, о социальных договоренностей. Он пользуется слабостями этих социальных договоров просто потому, что может, он знает, и у него хватает как бы такого здорового цинизма пользоваться этим, хотя другие люди не могут, как бы так, вот, как же так, как же так. Как-то так вот. Поэтому вот Водолей такой необычный человек, умеющий обрести знания из разрозненных кусочков, как бы говорящий с богами. Причем как очень часто доктор Хаус, как он находил решение задачи. Он сидел в этом своем офисе, просто в стенку бросал этот мячик, ловил его опять, как-то бросал. То есть, ну, какие-то такие действия, которые не похожи на размышления. Он не сидел с умным видом. Он занимался какой-то ерундой. На самом деле, он параллельно думал. Но другим людям казалось, что он занимается какой-то ерундой, как в карте фигура льет воду в воду, бессмыслица, нонсенс. Зачем ты сидишь, бросаешь мячик в стену? Ты же врач, ты должен думать. Он на самом-то деле думал, просто это не видно снаружи, скажем так. Причем очень интересная там линия с начальством, да, с самым главным врачом, с главврачом, с которой у него там был роман, да, и прочее, прочее. Это яркий образ Водолея и Льва. Противостояние Льва как главврача с каким-то вот с Водолеем, с обычным врачом-диагностом, тоже очень яркая такая любовная линия противостояния. Очень много там было замешано конфликтов именно вот на противостоянии двух этих характеров, львиного и водолейного у Хауса. Вот. Как-то так. Про эмоции и чувства тут пишут в чатике. Часто трактуют как светит, но не греет. Да, светит. Свет звезд, он как бы помогает человеку, но это холодное, рассудочное такое суждение, скажем так. Да, то есть это информация, которая приходит нам без всяких эмоций, мы должны просто ее просчитать, просто использовать. Вот. Можно и так сказать. Роман, а вы слышали про такую школу Таро, как Гермополь? Ваше мнение? Нету мнения, не слышал. Я не особо интересуюсь другими школами Таро, просто потому что, ну, как-то не всегда там что-то интересное, да и времени просто нет. Вот. Как-то так, вот. Вот такие вот интересные у нас образы. Такие вот фильмы, может быть, сегодня маловато, да, но опять же, я вас разбаловал, в прошлый раз сколько там было много вообще фильмов. В этот раз я постарался так более четко вот выразить свои мысли в таких примерах. Вот такие дела, пироги, такие у нас образы, такая символика, надеюсь, вам понравилось. Вот. Мы порассуждаем чуть-чуть подробнее о том, что и как нужно делать Водолею, и причем там Сатурн и Уран, да, в следующей лекции по этой карте, философской в кавычках.
лекции, да, для тех, кто впервые на канале, я объясню, что каждую карту я разбираю сначала с точки зрения символики и поясняю общую суть карты. Параллельно я даю чуть-чуть еще и значений, да, но опять же, значение это такое. Если вы поняли суть карты, значение вы себе привяжете к этой карте сами в ходе работы. Вот. Но если вы поняли суть карты, вы будете видеть, как эта карта играет в раскладах самостоятельно. Вот, поэтому, как бы, я считаю, что сначала важно пройтись по символике, дать людям сведения о том, чем на самом деле является эта карта. Потому как если просто, как у других тарологов, ну это символ надежды, символ будущего. Да, это символ надежды и будущего. Но почему? Потому что человек может собрать информацию, скомпилировать ее и понять, кто он, что он, на фоне чего происходит действие, куда все это движется, куда все это катится в конце концов, да? Вот, и помочь другим людям еще понять все, что происходит, сделать какие-то выводы, далеко идущие вперед выводы. Вот фраза по этой карте. Далеко идущие вперед выводы, пожалуйста, вам звезда. Понимание того, что и как нам дальше будет. В прямом положении это, конечно, надежда на будущее. Просто потому, что вы понимаете, на что стоит надеяться, а на что нет. Бессмысленная надежда, она может быть и в перевернутой карте. Когда человек надеется, но безосновательно, без всяких на то причин. Ну, это такое, это скорее иллюзия, это скорее обман. Вот. А по звезде нет обмана. Обман может быть, если человек недостаточно понял, что и как. Там по Луне может быть обман, если вас обманывают прямо. Самообман – это когда человек что-то боится и обманывает себя в своих надеждах. И вот это уже следующая звезда, следующая карта, это уже у нас идет Луна. Поэтому звезда плавненько перетекает в Луну. Там схожие черты в том, что и то у нас находится на темном небе, на ночном небе. Да, это символика надежд и страхов. Вот. Все-таки страхи это ближе к Луне. К звезде есть надежды, но, скажем так, справедливое опасение. Потому что тот, кто предупрежден, тот вооружен. Вот такие дела. Вот такие дела. Хорошо. Спасибо вам большое. Очень интересно рассказываете всегда. Ну, мне просто самому интересно. Поэтому я нахожу какие-то интересные сведения по картам и делюсь. Чем мне жалко, что ли. У него этого гуталину... целая гуталиновая фабрика. Вот и шлет кому не попадя. Скажем так. Спасибо. Хорошо, спасибо и вам, девушки, мужчины, за то, что задавали вопросы, за то, что присутствовали, смотрели, за лайки, за комментарии тоже спасибо. Сейчас, короче, обрежу там первую часть лишнего, что там, где и как, и выложу это видео уже в открытый доступ. Всем спасибо, всем пока. До свидания, увидимся в четверг. Будем говорить про Луну. Пока-пока.